В Украине есть огромное количество фильмовых сервисов с OTT-каналами, вернее, с простыми каналами, OTT-сервисы, так называемые. Да о чем говорить? Давайте покажу. Смотрите, есть у нас Kyivstar TV, Свит ТВ, ЮТВ, Nexon, Мегаго. И у многих есть вопросы, какой же себе взять. Некоторые думают, я возьму подешевле. И думают, что там будет все. Но не тут-то было. Например, поискать спортивные трансляции, либо какие-то эксклюзивы, там, например, сериал The Last of Us или Миры Гарри Поттера, то это уже другой сервис, который есть Мегаго, но там нужно быть готовым платить деньги. А хорошо, за что платить? Или, допустим, где можно сэкономить? Или где купить дешевле? Сегодня мы для вас построим именно для жителей Украины 4 рейтинга в зависимости от наполняемости, от эксклюзивности, от доступности бесплатных пакетов, пакетов премиум и, конечно же, цены. В принципе, советую смотреть до конца. Мы обсудим каждый из этих сервисов, его преимущества. И где купить дешево. tvtechnozone.com.ua. В описании под этим видео ссылочка. Конечно же, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. А мы на канале Технозон. Поехали. Технозон. Однако перед тем, как перейти уже к самим рейтингам, я советую вам посетить сайт tvtechnozone.com.ua, потому что вы там можете купить все эти подписки на Nexon, на ЮТВ, на Свит ТВ, на Kyivstar ТВ и Мегаго официально, при этом дешевле, чем даже на самих сервисах tvtechnozone.com.ua, либо на technozone.com.ua. У нас здесь есть в виде скретч-карт, например, если подарить кому-то хотите на все эти перечисленные сервисы. И плюс есть проверенные ТВ-боксы с официальной гарантией производителя. Ну а теперь к сервисам. Для того, чтобы определить все 4 рейтинга, которые я вам пообещал, нужно понимать, что все эти 5 приложений, они имеют примерно одинаковые моменты. А именно, например, мультиплатформенность. Это значит, что все эти 5 сервисов могут работать на разных платформах, при этом еще и на 5 аккаунтов. То есть вы можете разделить конкретно каждый из сервисов на 5 аккаунтов, имеется в виду на один аккаунт на 5 устройств. Например, в спальне, в зале, там, в кухне, дома, вернее, на работе, еще и в телефончик себе поставили там где-нибудь в транспорте смотрите, это как вариант. Во-вторых, это аппаратная экспансия, имеется в виду, что он поддерживается и смарт-телевизорами, они поддерживаются и смарт-телевизорами, и, допустим, ТВ-боксами, и мобильными платформами по типу смарт-ТВ-боксов еще и на компьютерах смотреть можно. Но есть одно исключение. Nexon — это партнер ЮТВ, который оптимизирован конкретно для ТВ-боксов. То есть, если вы хотите с аккаунтом Nexon смотреть, допустим, на смарт-телевизоре на отдельном, либо на компьютере, то, пожалуйста, используйте сервис ЮТВ с аккаунтом Nexon. Плюс все они имеют, практически все они имеют управление линейным эфиром. Это есть такие функции, как Time Shift и Catch Up. Это значит, есть, простыми словами, архив. Вы можете откатываться, смотреть от 7 до 14 дней. И он распространяется более чем на 140 каналов. И все 5, опять же, поддерживают. Однако хочется отметить, что Мегаго и Свит ТВ имеют устойчивость к инфраструктурным сбоям. Например, при отключениях света на мобильных устройствах, ни на ТВ-боксах, ни на смарт-телевизорах позволяет Мегаго и Свит ТВ скачивать заранее контент и смотреть, например, в офлайн режиме фильмы. И вот очень классная опция. Здесь уже их преимущество начинает вырисовываться. Но начнем мы конкретно с рейтинга доступности и эффективности фремиум моделей, так называемых. ЮТВ и Nexon я буду показывать в приложении Nexon TV, потому что они имеют практически одинаковые структурные моменты и работают на одной платформе. Обе эти платформы разделяют лидерство благодаря именно беспрецедентной щедрости по факту именно базового предложения. Просто у них открытый доступ к пулу из 300 плюс каналов. То есть я сейчас листаю, это просто нечто. На постоянной основе, кстати, без ввода реквизитов платежных карт. И является вообще мощнейшим социальным и маркетинговым инструментом. То есть по факту вы можете установить и смотреть 300 плюс каналов в ЮТВ и Nexon TV бесплатно. Навсегда. И самое интересное, что наличие именно вот таких вот фаст-каналов с рейтинговыми шоу гарантирует очень высокое удержание бесплатной аудитории. Это то, что касаемо бесплатных моделей. То есть здесь у нас Nexon TV и на ЮТВ на первом месте.
Ну, кстати, вы можете сами просто установить каждое из этих приложений и посмотреть, какие бесплатные каналы имеются. И я вам ссылочки на эти сервисы разместил в описании под видео. Переходите, качайте там приложение, все отлично. Либо просто вводите в Google Play Market вашего ТВ-бокса и просто-напросто потом подключайтесь. Свит ТВ. Второе место. Платформа выстроила на самом деле эффективную B2B систему субсидирования и партнерство с Visa, которая открывает 345 плюс каналов бесплатно для держателей карт Visa. Есть у них такая штука. Не знаю, насколько сейчас, я давно не заходил. Но вот я зашел на сайт Visa и вижу, что Свит ТВ Plans Free с вашей картой. То есть есть такая тема, когда вы получаете доступ к огромному количеству бесплатного контента, просто имея карточку Visa. На третьем месте у нас Kyivstar TV. У нас платформа не предоставляет огромных открытых списков бесплатного телевидения по факту. Но у них есть механизм Zero Rating, обнуления мобильного трафика. Это в принципе очень выгодно для абонентов сети Kyivstar. По сути, зачастую это даже входит в подписки, входит в тарифы вашего Kyivstar. А вот Megogo замыкает рейтинг именно фремиум моделей, как их называют, именно бесплатных каналов. И у них тут действительно сознательный отказ от широкой вот этой вот воронки бесплатных вот этих вот каналов, по сути, в пользу платных промо-периодов 7 дней за 49 гривен, допустим. И это отражает премиальный статус сервиса. Почему? Потому что тут есть огромное количество других моментов. И он входит на первое место в рейтинг капитализации контента, как я его называю в принципе. И в данном случае он абсолютный монополист. Если посмотреть, у него есть и HBO Max, и Paramount+. И тут уже в эксклюзивности и в наполняемости Megogo вырывается на первое место в плане того, что ты заплатил и получил самые большие бенефиты, которые можешь найти. Концентрация прав на Лигу чемпионов УЕФА, все ключевые боксерские поединки, эксклюзивное лицензирование каталога HBO Max, Warner Bros., Paramount+, это, по сути, делает недосягаемым его для конкурентов в премиальном эшелоне. Вот видите, HBO Original есть, у нас есть миры Гарри Поттера и есть мегапак, в которых есть Netflix. И если вы хотите эксклюзивно смотреть спорт, бои, там, поединки, то это только конкретно Megogo. Дань за отдельную подписку, либо за отдельные какие-то оплаты. Но даже в среднесрочной перспективе перехватить у них инициативу в каком-то контенте, именно в каких-то контрактах на спортивной трансляции невозможно. При том, что на Megogo есть еще различные шоу отдельно, кроме спорта. Да? Спорт это там самая большая, то есть единоборство, футзал, теннис, другой спорт. Огромное количество различных трансляций, которых абсолютно нет в другом месте нигде. Ну и плюс действительно вот эти вот эксклюзивные сериалы, которые догнать другим сервисам будет непросто. Но тут вступает в роль цена. И тут вы уже выбираете, что конкретно для вас интереснее. Либо заплатить подешевле, но иметь, допустим, больший пакет бесплатных программ, либо платить дороже, но иметь эксклюзивные трансляции, эксклюзивные фильмы. И не стоит забывать, что у Megogo есть даже HDR-контент, и плюс есть еще и, допустим, контент, я встречал уже пару фильмов Dolby Vision, и очень много 4К контента на текущий момент. Кстати, The Last of Us тут есть, да вообще много чего есть. На втором месте именно в капитализации контента, это в фильмах и в эксклюзивных правах, стоит Свит ТВ, то есть именно по наполнению крутого какого-то контента. Дело в том, что у Свит ТВ есть такая инициатива, как Голливуд на украинском языке. Это создание собственного эксклюзивного украиноязычного дубляжа для классики. И прямые контракты с Disney, Sony, Universal и другие, они формируют уникальный интеллектуальный капитал, недоступный на других платформах. То есть, если вы хотите максимально классических фильмов, голливудских фильмов на украинском языке, то это конкретно, именно из видеотеки, то это конкретно по Свит ТВ. Но при этом это тоже немножко дороже, чем другие участники рынка, например, ЮТВ и Nexon TV. И стоит он действительно на втором месте. Если хотите, просто зайдите и посмотрите на видеотеку и будете удивлены. Тут имеется в виду, знаете, про что идет речь? До 2006 года дублирование фильмов на украинский язык было необязательным. И очень много фильмов осталось на русском языке в других сервисах, а Свит ТВ за свои деньги просто-напросто создает украинские дорожки, например, для «Матрицы»,
«Властелин колец», первые части Гарри Поттера. И это, по сути, интеллектуальный актив, который принадлежит платформе, его невозможно скопировать. Он генерирует колоссальную лояльность именно национальной аудитории и вписывается в глобальный тренд вот этой вот поддержки украинского языка. Поэтому он на втором месте в этом рейтинге. А вот Kyivstar ТВ никакими, допустим, эксклюзивными контрактами голливудскими похвастаться не может. Ой, выключил его. Но зато он может похвастаться именно наличием самой большой библиотеки фильмов, более 20 тысяч фильмов. И у него очень сложная система собственных вот этих вот виртуальных кинозалов, которые они создавали. Поэтому очень даже неплохо. Хотя вы тут не найдете очень большинство контента, который доступен в самом Свит ТВ и Мегуго. И на последнем месте у нас именно в этом рейтинге идет Nexon и ЮТВ, у которых, откровенно говоря, внушительные базы вот этих вот фильмов по 18 тысяч единиц. Однако контент состоит преимущественно из широко лицензируемых, ну давайте зайдем там в ЮТВ, из широко лицензируемых релизов без монопольных прав на мировые премьеры. То есть это означает, что если вы хотите смотреть какие-то эксклюзивные спорт, то на первом месте Мегуго. Если хотите смотреть классные фильмы в 4К, там HDR, то это Мегуго. Если хотите больше украинского контента, Свит ТВ. Если хотите максимальное покрытие контента вне мегугожного контента и Мегуго и сэкономить, то это Kyivstar ТВ, ЮТВ и Nexon на последнем месте. То есть если в рейтинге фримиум моделей по самому большому объему бесплатного телевидения у нас лидируют Nexon и ЮТВ, то здесь уже лидирует конкретно Мегуго. А вот в рейтинге экономической доступности тут уже все совсем по-другому. На первом месте у нас всегда будет здесь вот этот вот Nexon и ЮТВ. Напомню, что стоимость у них начинается от 89 гривен за... Вот, пожалуйста, от 89 гривен за 400 телеканалов, 10 тысяч фильмов, это тариф максимальный, 99 максимальный, плюс на Nexon вы можете брать, а в бесплатном будет 170 телеканалов, плюс их там будет больше, и вот это вот навсегда вы установили, это самый-самый дешевый вариант просмотра. На втором месте Kyivstar у нас идет по экономической именно целесообразности, по экономической доступности. Почему? Во-первых, большая интеграция в пакеты «Все включено», те, которые есть у Kyivstar, самого мобильных операторов, да, и по сути на этом фоне делает стоимость пакетов практически неощутимой. И, кстати, у них тут тоже от 120 гривен в месяц есть нулевой, конечно же, тариф, там, где бесплатный, по идее, но он конкретно у нас для чего? Для Kyivstar, правильно. Это у нас, видите, для абонентов мобильной связи или домашнего интернета от Kyivstar. Если вы не абонент Kyivstar, то тут уже от 120 гривен в месяц, либо премиум HD от 150 гривен в месяц. На третьем месте у нас идет Свит ТВ. Давайте Свит ТВ откроем. И здесь уже зайдя на сайт, вы можете посмотреть, хотя он начинается от 49 гривен, то нормальный, ну это базовый тариф, который в принципе за 0 можно получить на том же самом, допустим, Nexon практически. Но у Свит ТВ есть хороший пакет L, там где вот именно, знаете, максимальное вот это вот количество украинского контента. Он стоит 259 гривен, кстати, на ТВ Технозон.com.ua вы можете тариф L взять за 119 гривен в месяц. И на четвертом, конечно же, уже элитный сегмент с его подписками, там 449 за мегапак, это у нас идет YouTube Music, YouTube Premium, HBO Max, плюс оптимальная есть у нас мегапак N плюс S, это Netflix стандарт плюс Сетанта Sport, Netflix стандарт это Full HD решение, 449, но это элитный сегмент, и платформа является, хотя и самой дорогой на рынке, но является самой крутой технически по эксклюзивности, и экономическая выгода может достигать, если вы хотите его купить, например, на 2 года сразу там, и заморозить деньги, то там будет действительно выгодно. Либо у нас можно купить, вот, допустим, на ТВ Технозон.com.ua максимальный Мегуго по 291 гривен в месяц, а на Технозон.com.ua, да, у нас тут здесь вот в разделе онлайн-кинотеатры, скретч-карты, Мегуго, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Есть мегапак даже, можете переходить, смотреть, есть на 16, на 12 и на 3 месяца отдельно можно покупать мегапаки максимальные. Ну и последний рейтинг, но больше номинальный, я его называю, знаете как, для тех, кому мало.
Объясню. Последний рейтинг это по масштабу телевизионного вещания. Тут уже фильмы не идут. Это конкретное количество каналов. ЮТВ, Nexon TV это паритет. Это безоговорочные лидеры каналов. То есть по количеству каналов Nexon и UTV де-факто они преодолели отметку в 500 плюс транслируемых каналов, из которых свыше 400 доступны в HD качестве. Вдумайтесь. Они удовлетворяют, по сути, любые запросы, которые есть у аудитории, от региональных новостей до нишевых каких-то вот увлечений. На втором месте Мегого, до 480 каналов на текущий момент. Ну, постоянно у них каждый день что-то может меняться. Где-то там лицензия, где-то там чего-то, канал не работает. Ну, фактическое количество, вы можете всегда вот зайти, посмотреть, что там происходит. До 480 каналов, несмотря на значительное отставание по валовому объему, платформа многократно превосходит конкурентов по качеству наполнения контента. Даже несмотря на то, что там у кого-то есть каналов больше. Знаете, ну, вы же понимаете, размер не всегда решает. А вот то, что решает, у Мегого есть огромное количество собственных M-плейлистов, так называемых, да, Мегого, там где есть и фильмы, и жанровые. Очень, кстати, они мне заходят и прям вот топ. При том, что там можно смотреть это все, я напомню, в записи. Да, там. На третьем месте у нас идет Свит ТВ. От 301 до 394 канала, там в зависимости от различных пакетов, от эфира. И это, по сути, сбалансированная эфирная сетка, которая отсекает мусорные каналы в пользу качественных, научно-популярных, развлекательных сетей. И, конечно же, напомню его преимущество в украинизированном контенте. Ну и на четвертом месте Киевстар ТВ от 300 до 390 каналов. Фокус смещен фактически с количества сторонних трансляторов на качество и объем каналов собственного производства. Вот эти вот свои нишевые кинозалы. Но давайте уже пройдем к телевизору и сделаем выводы. В качестве выводов скажу, хотите спорт, эксклюзивные фильмы, 4К фильмы, то это Мегого, но будьте готовы платить. Не готовы платить, хотите совсем вообще бесплатно, то это, конечно же, Nexon TV и ЮТВ. Если хотите какой-то премиум пакет, то тут тоже Nexon TV и ЮТВ будут, в принципе, лидерами, а вот абонентам Киевстар стоит присмотреться к Киевстар ТВ, ну, с возможностью, конечно же, дополнительного пополнения. И немаловажный аспект для тех, кто хочет больше украинского контента, именно украиноязычного контента, Голливуд на украинском, то это в сторону Свит ТВ вам стоит смотреть. Ну а мы снимали это для вас, ссылки в описании под видео, как и tvtechnozone.com.ua с пополняшками официально по очень низким ценам. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.